Всем привет! Помните, я вам обещал ролик по результатам выставки «Связь 2026», которая была весной? И вот сейчас как раз настал тот момент. В общем, вся эта тема будет интересна по большей части, как сейчас модно говорить, миллениалам, тем, кто родился в 80-е, 90-е, я сам 90-го года рождения. Да, я думаю, и всем остальным тоже будет интересно посмотреть этот ролик. В общем, когда я работаю у себя в мастерской, часто бывают моменты, когда нужно немножечко отвлечься от работы. В общем, у меня созрел прям интересный проект. Я хочу сделать небольшую консоль, на которой я смогу поиграть в старенькие игры. Просто отвлечься от рутины. И это прям то, что мне нужно было. В общем, погнали в ролик, все расскажу, покажу. В голове у меня сразу появилась картинка будущего проекта. Очень захотелось сделать приставку в виде старого пузатого монитора. У меня есть вот такой 10-дюймовый монитор. Его возьму за основу. У него как раз есть вход HDMI, встроенные колонки, то, что нам нужно. Первым делом спроектировал вот такой корпус. На лицевой панели видно экран, а ниже два отверстия под динамики. У меня как раз от Яндекс.Станции Мини осталось несколько штук. Их и буду использовать. Также для динамиков сделал маленькие объемы. Внутри матрицу будет прижимать вот такая рамка, на которой есть место установки платы от монитора. Также на лицевую сторону сделал маленькое отверстие для ЯК-приемника от монитора. Дальше центральная часть корпуса с отверстиями для охлаждения внутренностей. Ну и третья часть, на которую установлю кулер 80 на 80 мм, чтобы он помогал выдувать горячий воздух из корпуса. И также добавлю кнопку включения этого кулера. Ну и самое главное, сердцем этой консоли будет вот такой мини-ПК Ninker M7. А знаете, как он у меня появился? На выставке «Связь 2026» я познакомился с интересной компанией Ninker, которая производит свои ноутбуки и мини-ПК. В общем, ребятам понравились мои работы, которые стояли на выставке. Они пригласили меня к себе в павильон, и мы очень классно пообщались в плане производства техники. Конечно же, я показал свой канал, и неожиданно для меня они подарили свой мини-ПК, чтобы я мог делать больше разных проектов. Сразу скажу, это не реклама и мне никто не платил, но поюзав мини-ПК Ninker, у меня сложились очень приятные впечатления о компании. Вкратце из особенностей это то, что у них полный цикл своего производства в Китае с контролем качества. Они явно не экономят на комплектующих, при этом цена очень приятная. Конкретно моя модель Ninker M7 имеет на борту процессор Ryzen 5 7430, 16 ГБ оперативки DDR4, 512 ГБ SSD-шник, встроенная графика и возможность подключить до 3 мониторов одновременно. Ну круто же. Да и в целом, как разработчик оборудования, скажу, что собрано все очень качественно. Корпус полностью алюминиевый, активное охлаждение и самое главное это размеры 116 на 106 кубик высотой всего 38 мм. Да, и еще они продаются в России на наших любимых маркетплейсах, еще и с гарантией и официальной поддержкой в России и СНГ. Это очень круто. Короче, про Ninker можно говорить долго. Если интересно, переходите по QR-коду и ознакомьтесь сами. Вернемся к нашему проекту. В корпусе я предусмотрел место установки мини-ПК. Как раз получается на лицевой панели отверстие для портов USB и кнопки включения. А сзади сделал вот такое углубление, чтобы скрытно можно было подключать провода. Ну и штатное крепление на винт M3 снизу. Ну и конечно для полной картины добавляем ножку снизу монитора. Печатаю 3 части корпуса, ножку и еду все собирать в единую консоль. Первым делом разбираю монитор, откручивая много винтов, чтобы аккуратно извлечь матрицу. Защитную пленку решил пока оставить, просто сниму этот язычок. Матрица просто кладется в корпус, а поверх ставится вот это крепление и прикручиваются обратно все эти мелкие винты от монитора. Дальше подключаю шлейф от матрицы к плате монитора и прикручиваю на свое место. Следующим этапом прикручиваю динамики. Добавляю синтепон и приклеиваю корпуса. ИКшник удлинил на проводе и приклеиваю на термоклей. Подключаю платку управления и также на термоклей. За кадром я уже соединил провода на динамики и просто их фиксирую. Под вентилятор ставлю сетку и прикручиваю его в корпус.
Теперь решаем вопрос с питанием. Мини-ПК работает от 19 вольт, а монитор от 12. Поэтому добавляю понижайку и настраиваю ее на 12 вольт. Получается, с этой понижайки будет работать монитор и вентилятор. Тут я все подготовил, получается, через кнопку от 12 вольт будет включаться вентилятор, но при необходимости можно будет включить, выключить. Дальше основная кнопка включения, она включает, запускает сразу же перемычку 19 вольт на компьютер, о нем сейчас чуть позже, и вот сюда, который идет на понижайку. Кстати, в комплекте есть сразу инструкция на русском, блок питания, HDMI и веса крепления. Я уже подключил HDMI, но он прям толстенный. Нашел. Это HDMI убираю. Есть у меня на шлейфе. Заодно и проверим. Ну все, можно закрывать эту крышку. Остается закрутить все винты и посмотреть на него в сборе. Готово. Ну что, я сейчас в мастерской, как раз настало время протестировать данный агрегат. Включаю, в общем, компьютер. Пока комп загружается, смотрите, в общем-то есть вот такая штука. Купил я джойстики и сразу же два джойстика, как раз, чтобы можно было поиграть вдвоем. Пультик пока отложим сюда. Комп уже включился. Давайте начнем с самого основного. Я хотел поиграть в Need for Speed Underground первую часть, вторую часть, самые ключевые части NFS-ки, ну, которые я застал, которые я играл на своем стареньком пузатом как раз компьютере. В общем, начнем. NFS Underground первая часть, также установлена вторая часть, CS 1.6, ну, то есть базовые вещи для компьютеров тех годов. В общем, можно ностальгировать очень долго. Сейчас быстренько пробежимся, еще включу эмуляторы, например, Sega, Sonic. Эмулятор Dendy. Классная штуковина, я очень рад, что я ее собрал. Буду иногда отдыхать, играть, проходить NFS-ку первую часть, вторую часть. Иногда можно поиграть и в CS-очку. В общем, штука прикольная. Экрана здесь вполне достаточно. Знаете, прям погружение в те года, когда вот у меня был тоже экран LG Flatron 17-дюймовый, и у него перед был плоский, а жопа большая такая, тяжелая. В общем, вам хорошего дня, а я пошел ностальгировать в разные игрушки. Ну что, вот такой интересный получился ролик. Знаете, я ни разу не пожалел использовать мини-ПК именно в этом проекте. Можно было просто собрать проект, например, на Raspberry и спокойно поднять на нем эмуляторы Sega, Dendy, но мне хотелось именно весь функционал виндового ПК. То есть я могу его использовать не только для игр, я могу посерфить в интернете, я могу включить на нем любое кино, я могу просто зайти даже проверить почту, подключив там клавиатуру, мышку. И самая прикольная фишка именно этого мини-ПК, у него есть возможность подключения 3 мониторов, то есть я могу просто его подключить даже к телевизору и посидеть, например, также на джойстике, поиграть в NFS.
либо еще в какие-то такие же простенькие игры. У меня не было задачи сделать именно мощный игровой компьютер. И вот эта вот машинка, она справляется со своей задачей поиграть в старенькие игры прям на ура. Мы даже с сыном уже начали проходить Need for Speed Underground первую часть. Карьеру уже там открыли, выбрали машину. В общем, интересно. Он сразу же сказал: «О, папа, ты что, приставку собрал?» В общем, штука получилась вот такая интересная. Ну и не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. Ну и также, если интересно, есть Telegram и ВК, куда вы можете зайти. Там же вы можете связаться со мной, задать какие-то вопросы. В общем, на этом могу заканчивать. Всем добра и пока.